Приветствую всех! Вы на канале Тенхи, и меня зовут Денис. Я бы хотел вам рассказать о незаслуженно незамеченной многими игре Outer Wilds. Данный обзор не содержит спойлеров, поэтому если вы не знакомы с продуктом от калифорнийских разработчиков Mobius Digital, то вам не стоит ничего опасаться. Я попытаюсь рассказать о всех нюансах, минимально затрагивая основной сюжет игры. Мультяшный, я бы даже сказал особенный визуальный стиль игры лично мне сначала не особо приглянулся. Однако со временем понимаешь, что по-другому игра и не должна выглядеть. Если вы видите эту игру впервые и у вас возникает чувство, что события в ней не будут подаваться серьезно, то вынужден вас огорчить. Это не так. Outer Wilds способна вас удивить настолько, насколько это возможно благодаря истории, описываемой в ней, как общей, так и отдельным сюжетом. Но об этом позже. А самое важное, что стоит упомянуть, это то, что игра наверняка понравится тем, кто любит собирать сюжет кусочек за кусочком, любит насладиться приятной атмосферой и отличным саундтреком. Главным героем является безымянный покоритель дикого космоса, Камелянин. Камелек. Так называют планету в игровой вселенной, схожую с нашей родной Землей. Геймплей начинается с пробуждения главного героя у костра под стрекотание сверчков. Вы только послушайте. Мне уже нравится. Затем по сюжету нам стоит заполучить коды запуска нашего мобильного космического корабля. Ведь какой из нас покоритель дикого космоса без летательного аппарата, верно? Однако одного корабля для нашего необъятного путешествия недостаточно. Оборудование главного героя включает в себя сигналоскоп. Это приемник сигналов от различных источников, начиная с простых радиоволн и заканчивая квантовыми флуктуациями. Не спрашивайте, что это такое, сам не знаю. Однако скажу одно. Этот инструмент является фактически необходимым для продвижения по сюжету. Собственно, сам фонарик, не нуждающийся в подробном описании, пускатели разведчиков. Это мобильное устройство, которое позволяет стрелять шариками с двумя камерами на них, передней и задней. Мы его будем использовать для получения снимков труднодоступных мест, а также для предварительной разведки местности. Помимо этого, этим прибором можно рассчитывать расстояние, определять призрачную материю и даже измерять сейсмическую активность на некоторых планетах. Ну и что самое главное, то, что позволит выживать в крайне благоприятных условиях других планет – скафандр. Ведь именно благодаря нему наш главный герой способен дышать в безвоздушном пространстве, ровно как и мобильнее передвигаться благодаря встроенным реактивным двигателям, которые поглощают топливо. Вот и все, набор космического джентльмена готов. Пристегиваемся. Пуск. Основной механикой игры является переигрывание последних 22 минут жизни местной Солнечной системы, которая погибает из-за взрыва сверхновой. Давайте объясню. Наш безымянный житель Камелька попадает во временную петлю, в которой он переживает ровно одни и те же события. Однако для нас, как для игрока, каждый новый цикл является уникальным, ввиду накопленных знаний за предыдущее прохождение, то бишь те же 22 минуты. Но не стоит опасаться, вам не потребуется запоминать абсолютно все. За вас это сделает бортовой журнал, отображающий все необходимые нарративные зацепки за ваше каждое прохождение. Журнал имеет два режима. Один – режим карты, где, выбрав планету, коих тут не так уж и много, но достаточно интересных и радикально отличающихся друг от друга, можно вкратце освежить в своей памяти ваши исследования на ее территории, и так называемый режим слухов – более подробный отчет о ваших действиях, соединяемый зацепками, ведущими к тому или иному событию. Перед каждой смертью героя
умирать мы будем от различных неблагоприятных факторов, зачастую не доживая до конца света, выйдя в открытый космос без скафандра по причине опять-таки нашей забывчивости. Поэтому первым делом при поднятии на борт не забываем надевать скафандр. Активация призрачной материи, расщепляющей нас на атомы, влетев в несчастное Солнце, или же разбившись о поверхность планеты с большой гравитацией, перед глазами в буквальном смысле пролетает вся жизнь. Это отзвуки ключевых моментов нашего завершившегося в этом цикле приключения. Правда, порой такая запрограммированная смерть начинает раздражать, когда вот-вот нашел вход в какую-то пещеру на другом конце системы, или же почти нашел ключ к разгадке хитроумных загадок высокоразвитой цивилизации. Огромный путь до дальних планет мы будем пересекать на нашем уже упомянутом космическом корабле. Огромный — это по меркам игры, но на самом деле он не так уж и велик. Размеры планет настолько мизерны, что почти все из них можно оббежать пешком, а расстояние между космическими телами измеряется в десятках километров. Тут ничего не поделаешь, игровая условность. Корабль в игре — это не только транспортное средство, но также служит своеобразным хабом, куда игрок будет периодически возвращаться, дабы пополнить топливо и кислород для скафандра, а также выбрать направление для следующего исследовательского путешествия. Для облегчения управлением аппарат обладает автопилотом, однако пользоваться им стоит с осторожностью, ибо его ИИ порой бывает настолько глуп, что может направить вас к точке назначения прямо сквозь звезду, что чревато не так уж и приятным рестартом. Однако, стоит отметить в меру реалистичное повреждение корабля при жесткой посадке или столкновении. Модуль, на который пришелся удар, может выйти из строя, и нам придется чинить поврежденную деталь, покинув корабль. Да, в этом нет ничего сложного, тем более, что ремонт длится лишь секунду-две, но не стоит забывать о постоянно ограниченном времени на прохождение в 22 минуты. И что же все-таки нам предстоит исследовать? Помните, я вам говорил, что игрок переживает одни и те же события каждые 22 минуты? Так помимо того, что мы, как игрок, уже знаем, что произошло в нашей прошлой жизни, нашему главному герою также известны все прошлые переживания. Все это стало возможным благодаря связи сознания нашего героя с хранилищами данных в ядре одного из секретных проектов высокоразвитой цивилизации на Майи. Нам необходимо исследовать записи этой самой цивилизации, их планы, устройства и из мелких кусочков по одному собирать целую картину событий. Кто соединил нас к хранилищу воспоминаний, с какой целью, почему именно 22 минуты? Это нам и предстоит узнать. Я не буду углубляться в лор игры, задолго до меня это уже сделал один известный блогер. Однако я вам все же настоятельно рекомендую самим ознакомиться с Outer Wilds и получить неподдельное удовольствие от исследования этого маленького и уютного мира. Атмосфера в игре субъективно очень приятная. Как на Камельке, так и по всему космосу можно встретить других жителей, беззаботно занимающимися своими делами и ведущие за главным героем порой бесцельные беседы. Как пример, игра даже обучает нас пользоваться сигналоскопом через игру в прятки с местными детишками, что довольно хорошо работает на погружение. А что сказывается на погружение еще сильнее? Да, саундтрек. Он здесь прекрасен. Эндрю Пралоу, композитор игры, уловил ту самую волну и проделал колоссальную работу, создавая музыку к любым моментам игры. При запуске корабля и выходе в открытый космос играет бодренькая, мотивирующая к свершениям музыка. В моментах исследования руин и построек, наряду со звуками приводов реактивных двигателей скафандра и тяжелым дыханием главного героя, играет меланхоличная, медленная и тягучая музыка, как бы намекая нам, что мир жил по своим канонам миллиарды лет до нас, и мы всего лишь песчинка в холодной и безразличной вселенной. Я настоятельно рекомендую вам лично сыграть в нее и провести не один десяток часов в этом удивительном мире. Буду вам искренне признателен, если поспособствуете развитию моего канала. Лайка будет достаточно, а если еще и подпишетесь, то моя радость не будет границ. Желаю вам всего доброго и с умом распоряжайтесь своим временем. Его у нас и в жизни не так уж и много. Пока.